В следующем видео мужчина работал допоздна. Находясь в магазине, он ощутил, что кто-то наблюдает за ним и начал снимать. Come on, man. Oh, I'm not fucking playing. Oh my god, what the there's nobody in this fucking store, dude. It's freaking me out, bro. It's freaking me out, bro. Come on, where you at? Like, come on. Bro, you gonna sit here and show yourself in front of... Один из холодильников открывается и закрывается сам по себе, а когда мужчина идет проверить, то видит нечто похожее на теневую фигуру. Зрители были поражены этим видео. Одни писали, что если это была постановка, то куда мог сбежать человек за такое короткое время, оставшись незамеченным. Вторые были убеждены в том, что автор все хорошо подстроил, чтобы набрать лайки и комментарии. Но это не единственное видео из этого магазина. Посмотрим дальше. Outside, and hopefully I catch something. Oh, that chair's moving. Oh, fuck. Nobody's in here. Nobody's in the back room. Nobody's behind the door. Nobody's here. Fuck. Bathroom. Сначала мы можем увидеть, как открывается задняя дверь магазина сама по себе, а затем силой закрывается. Через несколько мгновений офисный стул начинает перемещаться из одной комнаты в другую, без видимой на то причины. Мужчина решает обследовать магазин, но не обнаруживает никого в нем. Заснял ли он реальные паранормальные явления, или это все был простой обман? Подвал. В следующем видео мужчина быстро спускается в свой подвал, чтобы задокументировать недавнее событие, которое его беспокоило. Он услышал звук шагов, исходящий от лестницы, и знал, что в его подвале никого нет. Однако он решил все же записать видео. Давайте посмотрим. Мужчина медленно спускается в подвал, который буквально превратили в детскую комнату. Все заставлено игрушками. Сначала ничего необычного не происходит, но нам стоит посмотреть дальше. Oh my...
What are you doing there? Who are you? I got you good. Oh, yes, you did. Oh, you got my heart good. Спустя несколько мгновений мужчину пугает собственная дочь, которая находится на лестнице. Вместе они уходят, а уже спустя несколько секунд он снимает, как детская игрушка перемещается без видимой на то причины. Он считает, что подвал может таить разные секреты, в том числе несколько сотен лет назад здесь сообщали о том, что людей пытали, а некоторых запирали, и они тут же умирали. Был ли это дух, который остался навсегда в заточении этого дома, или мужчина просто все придумал? Как всегда, решайте сами. Уборка. Следующее видео было снято на камеру наблюдения в больнице. Поздним вечером, когда производилась уборка, сотрудник заметил, как спинка больничной койки вдруг поднялась сама по себе. Он с удивлением за этим наблюдал и после этого передал информацию охране. Охранники сказали, что никого постороннего в больнице замечено не было, и они не понимают, как это могло произойти. В следующем видео, первоисточник которого неизвестен, мужчина был на прогулке около леса. Спустя некоторое время он увидел темную фигуру и начал снимать. Посмотрите. На несколько секунд фигура попадает в кадр, прежде чем исчезнуть. Смелый мужчина идет прямо туда, чтобы проверить, кто или что это было. Он осматривает это место и медленно его снимает, но в конце концов никого не находит. Как вы считаете, что же он увидел в том лесу? Кто-то в доме. В следующем видео трое друзей находятся одни дома. Один из них решает позвонить своей маме после того, как произошло нечто страшное. I should be home in about 10 minutes. I need you to stay calm though, okay? Okay. So calm, quiet, keep the door locked. Alright, do not go out of the room. Когда они втроем находились в одной комнате, то услышали громкий шум, будто кто-то проник в дом. После длительных поисков полиция не нашла признаков взлома или посторонних в доме. Однако, посмотрев кадры, которые были записаны одним из друзей, они ощутили тревогу. Давайте и мы посмотрим.
можно заметить не сразу, но в темноте что-то двигалось. На втором этаже, за перилами, видна проходящая фигура, которая не издавала при этом ни звука. Предполагаемая призрачная фигура не на шутку напугала друзей, и они даже остались ночевать в одной комнате втроем. Коляска. В следующем ролике девушка решает приготовить обед и находится на кухне. Not again, don't start again. Not. God. I swear to God, I can. Where are you? Show yourself. Уже спустя несколько секунд коляска выкатывается из другой комнаты, без видимой на то причины. Она просит предполагаемых духов показать себя и посыпает место около коляски, попавшейся под руку мукой. То, что она увидела дальше, действительно ее напугало. Oh my God! Oh no way! What the hell? I knew it. I knew it. It was close to me. I knew it. I feel it. As you can see, the footsteps. I was standing right here. I feel someone standing. This is crazy. Where did you go? Она берет камеру и снимает вблизи. Дальше можно увидеть чьи-то следы, которые ведут прямо в комнату. На этом видео заканчивается. А что же произошло здесь на самом деле, мы никогда не узнаем. Аквапарк. Семья была в отпуске и решила отправиться в аквапарк. Они хотели запечатлеть этот приятный момент и снимали все на камеру. Все казалось забавным и обычным, ровно до того момента, пока они не выложили видео в социальные сети. Многие люди начали их спрашивать о том, чего они сами не заметили. Давайте посмотрим. Зрители обратили внимание на то, что рядом с женщиной будто ехал маленький ребенок. Было видно его ноги. Они были удивлены, так как на эту горку пускают только взрослых. Они решили узнать историю этого места и обнаружили, что здесь, в этом бассейне, утонул маленький ребенок еще несколько лет назад. Был ли это его призрак или это нечто иное? Пишите свои предположения в комментариях. У окна. Следующее видео было найдено в TikTok. Мужчина находится дома со своими собаками и собирается приготовить ужин. Казалось бы, это должен быть простой обыденный вечер, но что-то пошло не так. Спустя несколько секунд предмет на столе вдруг начинает шевелиться, а затем и вовсе падает. Хозяин был обеспокоен этим событием и постоянно просматривал кадры наблюдения. Он обнаружил еще один инцидент. Давайте посмотрим.
Некую теневую фигуру можно увидеть в одном из окон. Мужчина рассказывал, что его сын постоянно говорил, что видел кого-то у этого окна. Но когда он подходил к нему, то никого не обнаруживал. Была ли это действительно теневая фигура? Или все это не более чем игра света? Напишите свои предположения в комментариях. Трансляция. Ютубер из Италии часто устраивает прямые трансляции и рассказывает про видеоигры. Одна из таких трансляций жутко напугала его зрителей. Bene, ma direi che possiamo passare al prossimo livello di Damor. Fenxi 3. Proviamo ragazzi, sono curioso di vedere quello che accadrà. Raga, non è possibile. Allora ragazzi, sono andato a controllare cosa potesse essere il rumore. Stiamo un attimo calmi. C'è la luce del bagno accesa. Vi giuro, io sono a casa da solo, non so se lo potete vedere. Stavo registrando, ho sentito il rumore della porta chiudersi e c'è la luce accesa. Raga, non sto scherzando. Allora, entro. Когда он уже начал прямую трансляцию, он слышит звук того, как дверь силой закрывается, и идет проверить, что же происходит в его квартире. Мужчина идет проверить квартиру, и ничего и никого постороннего не находит. Двери закрыты, как и окна, поэтому он возвращается обратно и продолжает трансляцию. La porta del bagno si è chiusa. Ragazzi, no vabbè, giuro adesso mi sto cagando in mano però veramente. Raga, sto tremando. Sta succedendo qualcosa di strano e non sto scherzando. Ragazzi, la porta l'avevo chiusa. Raga, si poteva vedere prima che ho chiuso la porta quando sono entrato. No, raga, vi giuro. Che cavolo sta succedendo? Cioè, ha sbattuto a caso. Ma poi con quale violenza? No, ragazzi, dai, ma non scherziamo. Ragazzi, c'è la luce accesa di qua. Ragazzi, era spenta prima, l'avete potuto vedere. Sono passato da qua ed era tutto spento. No, ragazzi, ma non scherzo. Cioè, perché c'è la luce accesa qua? Спустя несколько секунд еще более громкий хлопок пугает его, и он снова идет проверить, что же происходит. На этот раз дверь его спальни, которая была закрыта, теперь по какой-то причине открылась. Спустя еще некоторое время мужчина замечает, что его кресло-качалка начинает двигаться, и это заставляет его покинуть дом. Он выходит из квартиры и направляется к себе в машину, но на этом все не заканчивается. Предварительно он настроил и оставил камеру с датчиком движения дома, чтобы защитить квартиру от взлома или кражи. Но вместо грабителей камера снимает нечто достаточно жуткое. Посмотрите. Нечто похожее на тень появляется на стеклянной двери и исчезает через несколько мгновений. Зрители были согласны с тем, что мужчине удалось заснять реального призрака. Заброшенный дом. Следующий ролик был найден в ТикТок. Во время осмотра заброшенного дома блогер что-то увидел и решил снять все на телефон. Давайте посмотрим вместе. На втором этаже здания, в одном из окон, буквально на несколько мгновений появляется странная нечеловеческая фигура. На этом видео обрывается, а что произошло дальше, остается только гадать. Больница. Следующее видео было снято в больнице. Пациент терпеливо сидел в зале ожидания и тут увидел то, от чего у него побежали мурашки. Посмотрите.
На стене можно заметить проходящую тень, хотя кроме мужчины в помещении никого нет. Каким образом появляется эта тень, неизвестно. Также сложно сказать, что именно было снято на камеру. Тем не менее, мужчина все еще ждет ответов, чтобы понять, с кем или чем он тогда столкнулся. Демон. В следующем видео мужчина обеспокоен тем, что в его доме постоянно что-то падает и разбивается. Итак, в этом видео вы услышите, как ломаются две вещи. Я стараюсь, чтобы в доме не было стекла именно по этой причине, но оно разбилось. Второе — это эти часы, которые вы, ребята, вероятно, видели в нескольких моих видео за пределами этого места. Обратите внимание, что они не повреждены. Только одна вещь не в порядке. У них не хватает стекла. На этот раз это был портрет его сына и часы. Он решил посмотреть видео с камеры наблюдения, чтобы понять, что произошло тем поздним вечером. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. In the name of Jesus Christ, I want to prophesy provision over this home. Lord, you are our shepherd, and we shall not lack anything. We declare that abundance enters this home, prosperity, wealth, and financial victories. We declare to God that you are the provider of our house, the provider of this home. Your word says, Lord, that you give to your children even while they sleep. Therefore, Father, I believe that during this night of rest, this person will be blessed by you. Their plans, projects, connections, sales, and businesses will be released by the Lord while they sleep. We place everything in your hands, in the name of Jesus Christ. Bless the work of this person, the work of everyone in this home, so that it may be. Спустя некоторое время, отсмотрев снятые кадры, мужчина почувствовал себя не по себе. Он слышал, как разбиваются портрет и часы, но не понимал причину этого явления. Странные шумы, кажется, начали преследовать мужчину и его семью. Есть еще одно видео от этого мужчины. В нем он снимает все на телефон, как только начинает слышать странные звуки. Добро пожаловать в мою жизнь. Hello? Hello? I'm by myself.
Hello. Hello. Черт возьми. Там кто-то есть поблизости. Я видел, как кто-то проходил мимо выключателей прямо здесь. Я вхожу. Coming in. I'm coming in. Я мог бы поклясться, что видел там кого-то. Он исследует дом в поисках ответов, но никого не находит на первом этаже. Когда он поднимается на второй этаж, то видит проходящую тень за закрытой дверью. Мужчина убежден в том, что в комнате кто-то есть. Спустя несколько секунд он все же решается открыть дверь и войти. Наконец, он в комнате, неспешно и аккуратно ее осматривает, но никого не находит. В других комнатах мужчина также никого не обнаружил. Тогда что же это было? Для нас это останется загадкой. Посреди комнаты. Следующий ролик был загружен женщиной по имени Ланте, которую посреди ночи разбудила собака. Давайте посмотрим. Собака Ланты, Мерлин, ведет себя странно. Когда Ланты пытается выяснить, что происходит, то осматривает комнаты и обнаруживает то, от чего кровь стынет в жилах. В спальне просто стоит темная фигура и смотрит, будто даже наблюдает за ней. Ланты в ужасе убегает из комнаты. Она рассказывает, что такие ситуации происходят уже не впервые, что заставляет ее думать о том, что дом населен чем-то паранормальным. Многие зрители также убеждены в том, что той ночью произошло нечто сверхъестественное.
сверхъестественное, особенно учитывая поведение собаки. По их мнению, собака отреагировала так, потому что хотела предупредить об опасности. Демон. Следующая серия роликов найдена в ТикТок. Девушка по имени Розанна уже несколько месяцев выкладывает видео о том, что ее дом преследуется, и ее это беспокоит. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Hey! В первом видео кошка на что-то или кого-то рычит, реагирует довольно агрессивно. Сначала она почти не движется, а спустя несколько секунд быстро убегает и начинает рычать. Раскиданные вещи Розанна стала находить чуть ли не ежедневно. В один из дней девушка услышала странные звуки, которые исходили из декоративного камина. Она аккуратно открыла его, но там было пусто. Но напугало ее совершенно другое. После того, как Розанна открыла камин, около него появились следы крови. По мнению зрителей, это все проделки самого дьявола, с которым стоит быть предельно осторожным. Интервью. В следующем видео было снято интервью с застройщиком по имени Тимоти. Однако на заднем плане было замечено нечто необычное. Давайте посмотрим. The one brother answered, and there were legs sticking out from behind the door because the other brother dropped dead, and he just left him there on the floor, like there was nothing to it. Позади Тимоти появляется нечеткая, почти неземная фигура, которая двигается довольно странно, даже беспорядочно. Одни из зрителей предполагали, что это мог быть сбой в работе камеры. Вторые убеждены в том, что мы увидели нечто паранормальное, что обычные люди видеть не должны. А вы на чьей стороне? Поместье Малборн.
Любимый многими блогеры и исследователи Ян на этот раз отправляется в поместье Малвар, которое считают населенным призраками. Изначально поместье было железнодорожной гостиницей, однако со временем оно превратилось в дом престарелых, а затем и вовсе в больницу. На протяжении существования дома престарелых часто поступали жалобы о жестоком обращении и даже насилии со стороны персонала. Здесь погибло, по последним оценкам, около 187 человек, и считается, что души некоторых все еще заперты в этом злополучном здании. Сообщается, что самая пугающая пациентка Грейси, у которой было раздвоение личности. Голос Грейси менялся в зависимости от личности, которую она изображала, и это было достаточно жутко. Также говорят, что Грейси на протяжении лечения повторяла фразу «Дьявол идет за мной», и до сих пор можно услышать ее призрачный голос в этом поместье. Еще один дух, который обитает здесь, это дед Хэнк, который любит бросать камни в детей с крыльца. Говорят, что его дух бросается на любого, кто осмелится войти в его комнату. В местных рассказах упоминают также о Сьюзи, которая обладала темпераментом маленького ребенка, а игрушки в ее комнате двигались сами по себе. Сейчас есть много противоречий между этими событиями, поэтому Ян отправляется прямо туда, чтобы разобраться. О боже мой, о боже мой. Там кто-то был. Срань Господня. Я буквально только что увидел фигуру, выглядывающую вон из той комнаты. Она выглянула и смотрела прямо на меня. Срань Господня. Кто ты такой? Я только что тебя увидел. Не мог бы ты выглянуть еще раз? Окей, там определенно кто-то есть. А это значит, что я должен пойти и проверить это. Ура! Кто здесь? Кто здесь? Я только что услышал, что здесь кто-то есть. Не мог бы ты сообщить о своем присутствии? Вау, что за чертовщина? Вау, вау, вау. Ух ты. Жалюзи, черт возьми, двигаются. Holy sh**, are you seeing that? What is going on in here? Как только он спрашивает о том, может ли дух показать себя, жалюзи в комнате начинают шевелиться. Ян старается выяснить, кто из духов сейчас находится в комнате, и он начинает ему отвечать. Так как он находится в комнате Грейс, он понимает, что говорит с ней. Are you aware that you've passed on? Oh my god, I just heard a voice. Спустя буквально несколько секунд Ян слышит голос «Убирайся», и ему становится не по себе. Он убеждается в том, что Грейс прямо здесь, около него. Так как Грейс на протяжении всей жизни преследовал дьявол, Ян пытается выяснить, находится ли он сейчас здесь, и тут происходит нечто действительно жуткое. Я слышу ее голос. Я слышу ее голос прямо здесь. Он очень слабый, но я определенно его слышу. Грейс, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что за тобой гонится дьявол? Кто такой дьявол? Это был чертовски глубокий голос. Срань Господня. Это было ужасно. Да ладно тебе, Йен. Возьми себя в руки. Are you the devil that is after her? Oh, what the? Oh, what the? No, no, stop, stop, stop. Инвалидное кресло начинает двигаться прямо к Яну, изображая утвердительный ответ. Смелый Ян не бросает исследования и идет дальше. Could you make a sound where you are?
That sounded like... Это было похоже на плач. Это было похоже на крик о помощи. Там внизу кто-нибудь есть? С тобой все в порядке? Okay? Whoa. Whoa. I think that's coming from the room. At the end. Он слышит нечто похожее на женский плач, который по легенде принадлежит Ребекке, которую убил муж. Последние дни она провела в поместье у зеркала, просто сидя и выдергивая пряди волос. Очевидцы не раз сообщали о звуках плача из комнаты Ребекки. Ты что, стоишь у своего зеркала? Мне кажется, я только что тебя видел. Я попробую сделать несколько снимков. Ребекка, ты здесь со мной? Я не знаю, не обманывают ли меня мои глаза, но я продолжаю что-то видеть в зеркале. Тебе не нужно стесняться, хорошо? Whoa, whoa, that was another anomaly. Oh my god, it was like in the mirror. Ян идет в комнату, откуда предположительно доносятся звуки, и видит некий шар, который проплывает в зеркале. А спустя несколько секунд происходит то, что пугает Яна. Oh my goodness, it is suddenly cold in here. I am getting chills all over my body. What was that? What was that? Oh my god, she freaking looked at me through the mirror. I just saw her face. Он видит лицо Ребекки прямо в зеркале. Ян перемещается в коридор и снова сталкивается с чем-то паранормальным. Вот так. Что это такое? Я все время слышу какое-то движение внутри. Я слышу тебя там. Выходи. Come on out. Oh my god, that door just partially opened. В одной из комнат он слышит некое движение, будто там кто-то есть. А дальше дверь этой комнаты приоткрывается, кажется, приглашая Яна войти. Однако, как только он открывает дверь и хочет узнать, есть ли там кто-то, он получает ответ. Oh god. Oh my god. Oh fuck. Ah, that fucking hurt. Oh. Дверь с силой закрывается, и он не на шутку пугается. Ян бежит в другую часть здания, так как чувствует, что его кто-то преследует. Oh, I felt something slam that door on me. Holy shit. I don't know how much more of this I can... It's coming after me. Oh god. Oh god. Oh god. Oh fuck. Oh fuck. Я ухожу отсюда. На сегодня с меня хватит. Я так больше не могу. Я не могу этого вынести. It was right up here. Oh. Кто это был? Кто это был? Это было похоже на голос маленькой девочки. О боже мой. Кто, черт возьми, здесь находится? Привет? Whoa! Whoa, whoa, whoa! Oh my god! It just flew that way. Into this hallway. Oh, the door's shut. Когда Ян идет наверх, он слышит нечто похожее на голос маленькой девочки, а затем видит некую аномалию. Он думает, что это может быть Сьюзи, которая так любила различные игрушки. Ян старается наладить диалог со Сьюзи, и ему это удается.
Сьюзи, я слышал, тебе очень нравится раскрашивать. Это правда? Если да, то не могла бы ты передвинуть одну из этих раскрасок? Я вижу, у тебя здесь тоже есть целая книжка-раскраска. Это твоя любимая книжка-раскраска? Oh my god! Oh my god! Она только что перевернула страницу. Что за чертовщина? Что за чертовщина? Чему я только что стал свидетелем? She literally just flipped the page on that color book. I cannot believe what I just seen. I cannot believe that. Листок книжки-раскраски перелистывается. Сьюзи, я также слышал, что ты любишь играть в игрушки. Не могла бы ты передвинуть одну из них? Вот эта кукла здесь? Или, может быть, вот этот плюшевый кролик? Не могла бы ты передвинуть это? What the? Who's out here? Hello? Здесь никого нет. Вот это да. Я буквально только что услышал, как включили свет и все такое прочее. Давай посмотрим, есть ли здесь кто-нибудь. She literally just turned the lights on. Ян просит Сьюзи передвинуть игрушку, но тут свет включается. Когда блогер выходит в коридор, то никого там не обнаруживает. Но кто же тогда включил свет? По мнению Яна, призрак или дух таким образом играет с ним. Ян, несмотря на все произошедшее, идет осмотреть другие комнаты. See if anyone's in here. Hello? Здесь есть кто-нибудь? Что это было? What was that? That sounded like a man screaming. Oh God. Hello? Буквально спустя несколько мгновений он слышит нечто похожее на мужской крик. Он идет туда, откуда доносится звук, чтобы понять, что происходит. You know what? Now that I think about it, that is Hank's room. Вот здесь комната Хэнка. Интересно, не оттуда ли доносились крики? Давай посмотрим, что произойдет, если я постучу в его дверь. Хэнк, ты там? Hank, are you in there? У тебя там Is все в everything порядке? okay in there? Все в порядке, он определенно там. Definitely in there. Oh God. Что может быть веселее, чем исследовать призрак разъяренного старика? Old man's ghost. Ничего особенного, уверяю тебя. It didn't even open. Хэнк, это ты, Hank, is that приятель? you, buddy? Я надеюсь, ты не возражаешь, если я навещу тебя. Ничего, если я Okay, if зайду. I come in? В этой комнате определенно стоит странный запах. Ты сидишь вон в том углу? This corner? Хэнк, я Hank, I слышал, heard как you ты кричал shouting in здесь. here. В чем дело? What's the matter? Ты в беде? Are you in distress? What's interesting is I was told that in these dressers. Святое дерьмо, это было громко сказано. Да, давай еще немного пошумим. На самом деле, это его оригинальная одежда. His original clothes. Она все еще здесь после стольких лет. All this time. Такое ощущение, что он никуда и не уезжал. Never left. Это все еще его комната со всеми его вещами. Room. With all his stuff.
А что еще у него здесь есть? Там есть что-нибудь еще? Нет. О, ужас, что это такое? Там почти как обрезки ногтей. Да, я определенно не собираюсь к ним прикасаться. Что это такое? Holy shit! Oh my god! Oh my god! Oh my god! What was that? What was that? It's coat hanger! Ян находит комнату Хэнка. Блогер исследует комнату и спустя несколько минут понимает, что Хэнк хочет, чтобы он ушел, так как реагирует довольно агрессивно. Ян исследует поместье дальше, делает несколько фотографий и снова слышит странные звуки. Ему кажется, что кто-то находится в ванной комнате, и он идет прямо туда. Что там внутри? Вау, такое впечатление, что там кто-то есть. Что это, черт возьми, такое? Мне просто показалось, что кто-то сидит, например, в ванне. А его там больше нет. Он полностью исчез. О боже, я вот-вот стану извращенцем-призраком со Среднего Запада. Но это ради исследования. Здесь никого нет. Черт возьми, это было жутко. Прости, что побеспокоил тебя. Whoa! Oh! That freaking curtain just moved! Oh god, how do you explain that now? This is so freaking crazy. Ян становится свидетелем того, как занавески двигаются, еще раз убеждаясь в том, что все, что он видел и слышал, не просто плод его воображения. На этом расследование Яна подходит к концу. А были ли это действительно бывшие пациенты и почему они заперты в этом поместье, решайте сами. Бабуля. В следующем видео двое парней посещают свою бабушку, которая нездорова и ей нужно принимать лекарства по часам. Когда дело принимает неожиданный оборот, они решают снять все на телефон. Para, vó! Cadu. Que porra é essa, Cadu? Cadu, ela tomou remédio. Cadu, ela tomou remédio. Tomou, cara. Tem certeza? Não é possível. Ela não tomou. É óbvio que ela não tomou. Olha como é que ela tá, irmão. Vai lá falar com a tua avó. Cadu, a avó é tu. Resolve isso, Cadu. Dá um jeito nisso. Vai, fala com ela. É a avó dele que se foda. A gente não tem culpa. Vó, para com isso, vó. Cadu, sai daí! Cadu, Cadu, vai lá falar com ela, Cadu. Cadu, fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Fala com ela. Ela não vai ficar assim, ela vai ficar fora. Controla ela, Cadu, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Leque, sério! Мы слышим странный смех и видим фигуру, прямо как из фильма ужасов. Один из парней предлагает другому поговорить с бабушкой и успокоить ее. Он направляется к ней, и на несколько секунд, кажется, звуки прекращаются. Но когда он подходит ближе, то пугается и убегает в другую комнату. А чем эта история закончилась и была ли бабушка на самом деле одержима, неизвестно. Загадочная фигура. В этом видео, первоисточник которого неизвестен, можно увидеть загадочную полупрозрачную фигуру, которая перемещается иногда очень быстро, а иногда медленно. Посмотрите сами.
Посмотрев видео, многие пользователи были убеждены в том, что на видео реальный призрак. А вы как считаете? Парковка. Следующий ролик снят на камеру наблюдения на парковке. Давайте посмотрим. Аномальная фигура появляется справа и направляется к автомобилю. Она буквально парит около машины и вскоре исчезает. Уже через сутки ситуация повторяется. Мы снова видим аномальную фигуру, которая находится около машины, а затем исчезает. Зрители разделились во мнениях, комментируя данное видео. Одни считали, что виной всему камера, которая дала сбой. Вторые писали, что это было реальное документирование призрака. А вы что думаете? Напишите свое мнение в комментариях. Кладбище ангелов. Фрэнк, блогер и исследователь паранормального, отправляется на кладбище плачущих ангелов, где он уже был несколько лет назад. Давайте посмотрим, что ему удалось задокументировать на этот раз. Я посмотрю, могу ли я задавать вопросы. По-прежнему никого не видно. Все это место настолько пусто, насколько это вообще возможно. Меня зовут Фрэнк. Давным-давно я кое-что здесь приобрел. Это было похоже на привидение или на кого-то, кто проходил здесь. Как вас зовут? Манелла? Мистер Манелла или миссис Манелла? I don't know if you guys could see inside the room. See if I could zoom in a little bit. Видите этих жутких кукол? Я думаю, что когда-то давно одна из этих кукол действительно издавала звуки. Manello? I'm not getting any response. В самом начале исследования, используя крест, свечи и светящиеся шарики, мужчина пытается поговорить с предполагаемыми духами. Затем он направляется к мавзолею, где внутри видит несколько кукол. Он отмечает, что куклы довольно жуткие, и пытается также найти доказательства существования чего-то паранормального здесь. Однако, на этот раз Фрэнк ничего не обнаруживает и продолжает исследование кладбища, еще не зная о том, с чем он столкнется дальше. Он делает несколько фотографий с помощью своего оборудования и натыкается на то, что его действительно пугает. Посмотрите. Я почти ничего не понимаю. Это и есть свеча. А это и есть гробница. Что это за чертовщина? Что это, черт возьми, такое? Я даже не знаю, что это такое. Это выглядит как ребенок, и что бы это ни было, оно как будто находится прямо перед стеклом. И оно просто смотрит наружу. Оно выглядит как ребенок. Оно буквально выглядит так, как будто ребенок просто смотрит на меня. Вот здесь я отступлю еще на шаг назад. Посмотрите на это.
Похоже, что у него вытянута рука или что-то в этом роде. Я хочу посмотреть, двигает ли он рукой. Это моя рука. Как вы можете видеть на камеру, она горячая. Что это, черт возьми, такое? Вы можете дотронуться до мяча? Не могли бы вы сказать мне, как вас зовут? Вы можете двигаться? Вы можете что-нибудь сделать? Если вы увидите могилы, то увидите, что они теплые. Значит, они горячие. Хорошо, и прямо сейчас все, что горячее, было бы темным. Вам, наверное, нравится, когда моя рука вот здесь. Вы видите, что мои руки темные? Что бы это ни было, это не так. Этот цвет гораздо ярче. I'm gonna switch over to my color camera so that way you can see how it looks like without using thermal. What the fuck is that? Without using thermal. What the fuck is that? Without using thermal. What the fuck is that? Прямо в мавзолее будто стоит темная фигура, предположительно похожая на ребенка. Оно стоит и смотрит прямо на Фрэнка. Выглядит это именно так. Кроме того, рука у этого нечто немного вытянута, будто он просит о помощи. Фрэнк задает несколько вопросов, но не получает на них ответы. А уже спустя несколько секунд он слышит нечто похожее на детский смех. Он переключается на обычную камеру и пытается еще раз пообщаться с этим духом. Он просит, чтобы тот потушил свечу и наблюдает за тем, что произойдет. Are you trying to turn off the candle? Can you turn it off for me? Можете ли вы сделать все, что в ваших силах, чтобы пойти дальше и погасить свечу? Go on. Просто выключите его. Thank you. Спустя несколько секунд свеча тухнет, а Фрэнк еще раз убеждается в том, что это кладбище населено паранормальными силами. Уже через несколько мгновений блогер замечает нечто пугающее. Что это, черт возьми, такое? Что, черт возьми, это было? Некая аномальная, едва уловимая фигура, похожая на дымку, попадает в кадр. Он отмечает, что на улице нет высокой влажности, но что бы это ни было, это выглядело жутко. Не в силах сдаться, Фрэнк продолжает исследовать кладбище и начинает слышать странные звуки, которые доносятся из самых разных локаций. Я буквально слышу звуки, похожие на чей-то плач или вау. Фрэнк заканчивает исследование, поскольку уже близится утро, а что ему удалось снять той ночью на самом деле, решать только вам. Кто-то в окне. Следующий ролик был загружен в ТикТок, но первоисточник неизвестен. На видео отец играет с сыном. Кажется, это простое детское развлечение, но смотрите дальше. Сан. Ич.
うわ、冷て。こっち見て。イェイ。ピースしないんかい。わ。Перед тем, как видео заканчивается, в одном из окон видно нечто жуткое, похожее на лицо. Через секунду оно исчезает, однако появляется вновь в другом окне. Отец утверждает, что он не заметил ничего необычного и не видел никаких лиц до того, как под видео не стали писать комментарии об этом. Когда он пересмотрел отснятый материал, то не на шутку испугался. Еще страшнее было то, что в доме тогда никого не было, а двор у них закрытый. Так что же тогда ему удалось заснять? Супермаркет. Следующее видео было снято на камеру наблюдения в супермаркете. Давайте посмотрим. Сами по себе, без видимой на то причины, начинают падать продукты с полок, а темные тени будто бродят по магазину. Одна из дверей начинает неестественно шататься. Кажется, что кто-то хочет оттуда выйти. Многие зрители, посмотрев это видео, говорили о том, что это похоже на полтергейста. Однако, что же это было на самом деле, как всегда, решать только вам. Способность. Женщина, которая выложила следующее видео, утверждает, что у ее дочери есть паранормальные способности. В видео светильник выключен из розетки, но как только ее дочь берет вилку в свою руку, лампочка загорается. Ее отец предполагает, что в нее вселился ангел, который дает ей эту силу, и его это пугает. Совсем одна. В следующем ролике семья девушки уехала на несколько дней, и она осталась совсем одна. Уже первой ночью ей стало жутко и страшно. Estoy acostada aquí, literal no hay nadie. No sé qué voy a hacer, me da miedo ir a ver. Yo creo que me voy a parar a ver. Me da miedo, me da miedo, me da miedo. Puta madre. Ni modo. No mames, no mames. Eso no estaba tirado ahorita. El cereal se supone que estaba allá arriba. No mames, la neta, no mames. No, vete a la verga. Vete a la verga, vete a la verga. На протяжении 3 дней она просыпалась от странных звуков, похожих на движение предметов, открывание двери и даже слышала чьи-то шаги. Девушка собралась с духом, обыскала дом, но ничего не обнаружила. Однако, как только она возвращалась в кровать, она снова слышит странные звуки, и это сводит ее с ума. Чувствуя страх, она включает свет во всем доме и устанавливает телефон для съемки в том месте, где звуки слышны больше всего. Посмотрев видеозапись, она пришла в ужас, даже выбежала из собственного дома. Давайте и мы посмотрим.
¿Qué pedo? ¿Por qué hace eso la cámara? Por ahí se escucha un ruido. Como por ahí. No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames. Me está dando miedo. Te lo juro que estoy temblando. ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Plebes, me estoy muriendo de miedo. Estoy aquí afuera de la casa. Me da miedo. Me da miedo. Me da miedo meterme ya. Сначала можно заметить, как что-то падает со стола, но это было не то, что напугало девушку. Дальше темная фигура выглядывает и кажется, что смотрит прямо в камеру. Напуганная девушка звонит в полицию, но осмотрев дом, они никого постороннего не находят. Тогда с чем или кем она столкнулась? Напишите свое мнение в комментариях. Девушка по имени Бамона из Аргентины ведет стримы на YouTube. Однажды вечером она была в прямом эфире и общалась со зрителями. Казалось бы, девушка просто проводила весело время, но потом один из зрителей заметил нечто действительно жуткое. Давайте посмотрим. Reality's a funhouse where truth's been listed. The told me life's a stage, but it's a broken play. With the actors are clowns and the script's gone astray. I'm stuck in a cycle, my brain's on spin cycle. Every day's a rerun, like I'm trapped in a spiral. I hit the streets of illusion where the truth's a mirage. And every step I take feels like I'm in a collage. Saw a dealer peddle dreams in a shady alley. Said he's got what I need, but the shit's just a rally. I'm trying to make sense in a world that's so phony, like a bad magic trick with... Если приблизить, то в комнате с девушкой видна темная фигура, которая отчетливо видна в зеркале. Сначала многие подумали, что это отражение игрушки, которая сидит на кровати, но часть пользователей обратила внимание на форму игрушки и отражения, которые не совпадают. Бамона понятия не имеет, с чем ей пришлось столкнуться, и просит помощи у своих зрителей. Отражение. В следующем видео девушку преследуют паранормальные инциденты в собственном доме. Когда она находится дома одна, то не знает, что ей делать, чтобы это прекратилось. I'll show you where it is. It was fucking insane. Именно это я постоянно слышу. И я дома одна. Привет. Вы не могли бы остановиться? Убирайтесь к черту. Oh my god, that's creepy as shit. This clock scared the shit out of me. В одном из видео она снимает, как слышит стуки, источник которых неизвестен. Девушка исследует дом и на несколько секунд снимает свое отражение в зеркале. Я не знаю, и от моего отражения у меня мурашки бегут по коже. Jesus Christ. Господи Иисусе Христе. Ребята, вы же это видели, верно? Я не приставала к вам. Вот, например, мое отражение. That's just my hair. Okay. Hold on, I need to watch this. Самые зоркие зрители наверняка заметили, что на мгновение видна темная фигура, которая стоит позади девушки. Однако она быстро пропадает, будто ее никогда и не было. Guys, I wanted to show you the fucking pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to fucking God, what the fuck Что, was that? черт возьми, это было? Господи Иисусе, и в этом гребаном гараже горит свет. Fuck. This is so fucking creepy.
Затем девушка хотела показать их задний двор из окна, но заметила, как в отражении прошла чья-то темная фигура, хотя она была дома совершенно одна. Она хочет выйти из дома в гараж, чтобы осмотреться, но никого там не обнаруживает. На этом видео заканчивается, но паранормальные инциденты происходят все еще, и девушка не знает, с чем они связаны. Заброшенный отель. Следующее видео было снято японским исследователем паранормальных явлений по имени Кату. На этот раз он отправляется на расследование жуткого заброшенного отеля на юге Японии. По его словам, отель был заброшен с тех пор, как умер его бывший владелец при трагических обстоятельствах в 2009 году. Ходят легенды, что владелец все еще остается в этих стенах, но уже как призрак. В середине своего расследования мужчина видит офис владельца и решает его осмотреть. Он еще не предполагает, что его ждет дальше. Нануто? Смотри, на ним. Кату сидит в офисе и слышит какой-то звук сзади. Он быстро оборачивается, а из дверного прохода появляется бледная рука. Выглядело это так, будто нечто хотело схватить мужчину. Кату находился в шоке после этого инцидента и думает, что призрак бывшего владельца все еще здесь, в этом отеле. А вы ему верите? Прогулка. На вечерней прогулке мужчина столкнулся с чем-то действительно жутким и начал все снимать. Давайте посмотрим. Benda siap tu. Benda tu. Nampak tak? Orang nampak tak? Macam gerak ah. Сначала он видит белую фигуру у деревьев, вдалеке, которая через несколько мгновений пропадает. Но это было только начало. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар, Субханаллах. Ла илаха илляллах, Мухаммад Расулуллах. Аллаху Акбар, ла илаха илляллах. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر 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 لا إله إلا الله. Этим же поздним вечером, находясь на темной площадке, мужчина замечает, как качели начинают шевелиться без видимой на то причины. Причем сначала одни, а затем другие. Ситуация начинает усугубляться, и куда бы он ни пошел, вокруг него начинают происходить тревожные события. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. На этот раз качели раскачиваются с большой силой, будто на них кто-то сидит. Но это было совсем не то, что напугало мужчину. Я Аллах, я Аллах. يا الله يا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله. Он снова встречается с белой фигурой, которую, кажется, уже видел этим вечером. На несколько мгновений она показывается, а затем исчезает. Но странные события не перестают происходить.
Allahu Akbar. Ada bayang hitam, geng. Ada bayang hitam, guys. Subhanallah. Bayang hitam yang tadi ke, weh. Tadi macam bayang, weh. Дальше он снимает, будто ребенок-призрак качается на качеле. Фигура нечеткая, а на площадке нет детей. Поэтому он делает именно такой вывод. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Тем временем, встреча с белой фигурой происходит уже в 3-й раз, но она опять от него ускользает. На этом серия видео заканчивается. А что же произошло дальше и все ли в порядке с этим мужчиной, мы никогда не узнаем. Ужасы под кроватью, призраки в аллее. Дед Мороз и кровь, ты дрожишь. Другая сторона, страх это ты тикишь. Смех сквозь темноту, юмора из крава. Мистический канал, истории у костра. Подпишись, не бойся, уже пора. Наш телеграм на все времена. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм, где призраки играют. Будешь смеяться, не дрожать. Другая сторона, нет времени объяснять. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. Подпишись на телеграм. В следующем видео любители паранормального Брайан и Эрик идут в дом, предположительно населенный призраками. This is weird. Уже в самом начале исследования, когда они только подходят, внутри можно заметить едва уловимую аномальную фигуру. Но давайте посмотрим, что же произошло дальше. So, it looks like this is... Hello? Wow, dude, I think this is abandoned. Really? Yeah. Они заходят в заброшенное здание и уже через несколько секунд слышат нечто похожее на слова «Убей, умри». Решая установить несколько камер внутри, мужчины уходят снимать здание снаружи. Man, it sounds like that thunder's getting closer.
В это время их камера снимает несколько тревожных звуков, которые могут быть связаны как с паранормальным, так и просто с разрушающимся со временем зданием. Используя специальное оборудование, Брайан приходит к выводу, что здесь обитает минимум 3 духа, и поднимается выше, где также слышатся тревожные звуки. Пытаясь поговорить с предполагаемым духом, мужчина просит его показать себя, а его оборудование реагирует на паранормальную активность. Брайан решает спуститься в целях собственной безопасности. Затем они используют доску Уиджи для того, чтобы получить ответы от духов, обитающих здесь. Но в итоге их пугает нечто иное. Так оно и было. У меня просто мурашки по коже. Входи. Это так. Да. Это ненормально. Что это, черт возьми, такое? Вау, чувак. Это ненормально. Я никогда раньше этого не замечал. Когда ты это заметил? Когда я только вошел, как ты меня позвал. Правда? Да. Я просто заметил это раньше, потому что... Я уже не знаю, сколько раз входил в эту дверь и выходил из нее. О, теперь у меня по всему телу бегут мурашки. Вау, это безумие. Чувак, это буквально рука скелета. Да, так оно и есть. Я знаю. Блогеры обращают внимание на дверь, на которой, кажется, появился отпечаток чьей-то костлявой руки. Вместе с напарником они приходят к выводу о том, что отпечаток похож на руку скелета, не иначе. При этом, когда они только зашли в здание, то ничего не видели. And I turned my camera off too. I heard a voice. I just heard an actual voice in here. Can you speak? Do you have a voice? Спустя буквально минуту Брайан слышит чей-то голос в комнате, еще раз убеждаясь в том, что в здании присутствуют потусторонние силы. Oh. Yeah, duh. Okay. Okay, there's my eye. Срань Господня. Эрик, подойди сюда, посмотри на это. Ты их открывал? Это ты. Этого не может быть на самом деле. Посмотри на плиту. Я их не открывал. А ты их не открывал? Нет. Ни за что. Это невозможно. Все в порядке. Эй, давай продолжим. Turn that off. Okay, sorry for disturbing you. Please stay. We're leaving. Thank you for your time and your hospitality. На некоторое время Брайан и Эрик выходят из здания, чтобы прийти в себя, а когда возвращаются, то видят, что тумбочка открыта, хотя буквально 5 минут назад она была закрыта, и они сняли это на камеру. Они начинают спорить между собой, думая, что один из них мог так пошутить, но никто не сознается. Блогеры решают попрощаться с духом и не беспокоить его, так как опасаются за свою жизнь. На этом расследование заканчивается. Что же на самом деле мужчины засняли в этом заброшенном здании, решать только вам. Следующее видео старое, но достаточно обсуждаемое в интернет-пространстве.
Когда девушка спускается по лестнице, она видит нечеткую фигуру, похожую на призрака, и пытается убежать. Интересно узнать ваше мнение. Посмотрите видео еще раз и напишите, был ли это призрак или это нечто совсем иное. Парковка. Следующее видео снято камерой наблюдения на парковке ночью. Мы можем увидеть несколько машин, одна из которых спустя некоторое время начинает двигаться, хотя на водительском сидении никого не видно. Кроме того, движения нельзя назвать рациональными. Машина просто заезжает на тротуар и врезается в перила. Как вы думаете, что стало причиной такого явления? Было ли это нечто паранормальное или этому есть разумное объяснение? День рождения. В следующем видео семья решила устроить сюрприз на день рождения дочери. Они никак не ожидали, что простое празднование дня рождения окажется для них достаточно жутким. На вечеринке присутствовали только взрослые, но когда именинницу снимали, позади нее можно заметить маленького ребенка. Посмотрите сами. Именинница смотрит в камеру, а сразу за ней стоит маленький мальчик. Кажется, он совершенно неподвижен, но через несколько мгновений мальчик делает несколько шагов, а затем полностью исчезает. Гости были уверены в том, что они сняли духа маленького ребенка, который по какой-то причине не может покинуть это место. Темная дорога. Следующее короткое видео было снято в Индии и выложено на Reddit. Мужчина ехал по темной дороге совсем один и заснял нечто, что все еще не может объяснить. Сверху появляется чья-то рука, которая будто тянется к нему. Пользователь утверждает, что не сразу заметил это нечто, но теперь находится в поиске ответов. Без головы. Первоисточник следующего видео неизвестен. Оно было найдено в социальных сетях. Посмотрите. Мужчина идет по дороге, но кажется, у него нет головы. Одежда, обувь, все остальное на месте. По этому поводу есть как исторические записи, так и легенды. Один из первых поделился своим мнением на этот счет греческий историк Геродот, утверждающий, что в V веке до нашей эры в Ливии обитали племена безголовых людей. Рот, глаза и нос у них располагались якобы прямо на груди. Дело в том, что существовала абсолютно реальная народность под названием Блеми, и жили они примерно там, где и помещают безголовых людей, в Северной Африке, на границе Египта и Эфиопии. А что было снято в этом видео на самом деле, как всегда, решать только вам. Тесла. Соцсети буквально взорвали видео о том, что Тесла видит призраков. Есть те,
кто глубоко в это верит и старается доказать данную теорию, снимая видео, а также и те, кто просто считает, что это системная ошибка. На этот раз девушка едет на кладбище на своем автомобиле, чтобы доказать, что Тесла может улавливать призрачное присутствие. В самой машине мы сейчас будем ехать, ребят. Мне очень страшно. Проезжаем. Чего? Ребят, там нет собаки! Там нет никакой собаки! Ребят, но здесь стоит маленький гроб. Может, он поставлен собаке? Я не знаю, как это вообще работает. Приезжай ближе к этим. Ребят! Боже, написано, что там человек идет! Ребят, здесь никого, чтобы вы понимали, нет. Проезжая около кладбища, на экране Теслы видна фигура, напоминающая собаку, но на улице в это время никого нет, ни людей, ни животных. Около фигуры также есть надгробие, что пугает девушку еще больше. Через мгновение на экране появляется человек, хотя на улице все так же никого нет. Спустя некоторое время, уже после внимательного просмотра видео, девушка дает комментарий о том, что человек, который шел около кладбища, будто был без рук, что пугает ее еще больше. Однако, проезжая мимо кладбища, Тесла не перестает показывать им фигуры, которые они не видят на улице. А сама девушка находится все еще в шоке и не может объяснить, что же реально это было. Как я уже сказал о том, что Тесла видит призраков, есть масса видео. Давайте посмотрим еще одно. Кто-то говорил про фотографии на могилках, типа что Тесла видит фотографии, но реально посмотрите могилки, они старые, и здесь фотографий даже нет ни у кого. Посмотри, Лен. Вот, смотрите, ну реально же вот. Вот, смотрите, здесь никого нет. Безумно страшно, если честно, я уже пожалела, что мы поехали. Днем такого ощущения нет, но когда ты ночью, и здесь вот еще с открытыми окнами, смотри, собака, вот человек, прям с моей стороны. Вот, да, смотри, вот. А можно я окошко закрою? Реально, мне страшно. Лен, надо сваливать, Лен. Смотри, сколько? 3, 4. Смотрите, ну реально здесь никого нет. Вот, прям возле машины, с твоей стороны. Смотри, он на нас смотрит, Лен. Один вот это получается прям вот. Припарковаться нам предлагают. О, нет. Паш, я тебя умоляю, пожалуйста, езжай вперед. Все, я боюсь. Девушка со своим парнем снова едет на кладбище, чтобы подтвердить или опровергнуть факт того, видит ли Тесла на самом деле нечто паранормальное. Находясь уже на кладбище, они снимают, что Тесла на экране показывает силуэты людей, хотя кладбище абсолютно пустое. Напуганные блогеры решают уехать из этого места, так как им становится не по себе. А что вы думаете? Действительно ли Тесла видит призраков? Или всему этому есть другое, более разумное объяснение? Дорога. В следующем видео супружеская пара едет на дорогу в Техасе, которая по легендам населена призраками. Согласно сообщениям властей, здесь произошла автобусная авария, которая унесла жизни многих детей. Они решают провести эксперимент и посыпают тальком заднюю часть автомобиля, чтобы увидеть, останутся ли на ней отпечатки. Давайте посмотрим, что у них получилось. And we're moving. Oh my god. We're like getting pushed over right now. The car is off. Car's off. My foot's right here. Nothing's on. Nothing's on. Oh, we went over! Ah! Oh my god. Shit, man. Проехав совсем немного, они выходят проверить автомобиль и обнаруживают на нем пару детских отпечатков. А населена ли та дорога призраками или это все был простой обман, решать только вам. Заброшка. Следующее видео от блогера, любителя и исследователя паранормальных явлений Фрэнка. Он отправляется в заброшенное здание, о котором ходит много слухов и вокруг которого существует много легенд. Давайте посмотрим, что ему удалось заснять. Я действительно получил доступ сюда, но мне сказали быть осторожным, потому что люди постоянно перепрыгивают через ворота, так что это небезопасно. А это та самая демоническая комната, которую я нашел давным-давно.
Я даже не знаю, что здесь происходило. Но там есть особняк, который я хочу показать вам, ребята. Я искал на картах Google и нашел его. I thought those were gunshots. I thought I just got shot, I'm not gonna lie. Holy shit, that scared the hell out of me. Когда он осматривает территорию, то пугается какого-то взрыва. Оказывается, что это обычный фейерверк, поэтому Фрэнк продолжает расследование. По отпечаткам ладоней можно сказать, что здесь побывало много людей. Они похожи на руки маленького ребенка. Видите это? Это кровь? Red stuff on the window. Jesus Christ. I hope I'm not walking into something. Он заходит в здание и начинает его изучать. Обнаружив чьи-то отпечатки, Фрэнк сначала делает вывод о том, что он явно не первый, кто зашел сюда. Но отпечатки очень похожи на детские. Неужели дети приходят сюда поиграть? А на одном из отпечатков он вообще замечает нечто похожее на кровь. Несмотря на это, Фрэнк идет дальше и заглядывает в одну из комнат, на двери которой видит красные пятна. А на дверце остались красные пятна. А на стене есть еще более подозрительные красные пятна. Что это, черт возьми, такое? Что меня пугает в этом, так это то, что это определенно похоже на настоящую кровь. И это тоже. Похоже, что кто-то провел окровавленной рукой по стене, как будто ждал здесь какое-то время. Но еще интереснее вот что. Что, черт возьми, это такое? Если у вас, ребята, есть какие-либо идеи, что это такое, дайте мне знать. Но это отвратительно. Даже в этой комнате воняет. Что это, черт возьми, такое? Hola? Hola. Также пятна он обнаруживает и на стене. Блогер предполагает, что это может быть кровь. Также спустя некоторое время он находит контейнер со странной субстанцией, от которой идет зловонный запах. Дальше Фрэнк слышит странные звуки, пытается найти их источник. Когда он понимает, что находится тут не один, рядом с ним что-то падает и разбивается. Фрэнк решает поговорить с предполагаемым духом, чтобы узнать его мотивы. Позвольте мне пройти этим путем. Все в порядке, я должен оставаться сосредоточенным. Хорошо, давайте посмотрим, смогу ли я заставить это сработать снова. Niño?
¿Tú puedes mover la cosa? Toca el botón. Niño. Я собираюсь выключить свет. Что это, черт возьми, такое? Что это значит? Я только что услышал какой-то звук. Послушайте. Я не знаю, что я только что услышал или увидел. Я только что увидел нечто действительно жуткое, просто стоя там. Или там что-то было. Подождите, я пойду прогуляюсь к нему. Он выключает освещение и видит белую, нечеткую фигуру, которая стоит в нескольких метрах от него и через мгновение исчезает. Если не заметили, посмотрите еще раз. Что это такое? Что это такое? Я собираюсь выключить свет. Фрэнк выходит на улицу и осматривает другие части особняка. Спустя несколько минут он замечает нечто необычное в одном из окон. Извините, если я так сильно дрожу. Я также хочу быть начеку, потому что здесь проходят люди, как тот парень, которого я видел. Это другие особняки, в которых я бывал. Вон тот и этот. See if I got any movement. That's that whole hallway. And then right here is the big window. Что это, черт возьми, такое? О, этот взгляд. Подождите-ка. О, боже мой. Sorry, I walked into a plant. You could see the difference in temperature right here on the window. Подождите, я сейчас выключу свет. Я ничего не вижу. Подождите, я сейчас снова включу его. Я ничего не вижу. Я действительно только что видел, как на меня пялился ребенок. Я подумал, что это было что-то другое, вроде иллюзии или отражения чего-то, но так оно и было. Оно двигалось. Он переместился прямо туда, и если посмотреть в сторону, то кажется, что там ничего нет. Проверьте вот эту комнату. Посмотрите, что там. Посмотрите на это. Извините, но эта камера немного странная. Здесь буквально отпечатки ладоней. Отпечатки маленьких детских ладошек по всему окну.
И некоторые из них выглядят действительно отвратительно. Подождите, я переключусь на другую камеру. Нет, я не собираюсь. Я просто оставлю это на потом. Подождите. Вот и все. Вы видите, что на нем есть что-то вроде коричневой слизи? Я не понимаю, в чем дело, но они определенно выглядят как маленькие детские ручки, заглядывающие внутрь. Я пытаюсь понять, могу ли я заглянуть внутрь. Вот здесь. Я собираюсь вернуться внутрь. Я на 100% убежден, что в этом здании находится ребенок. Or a ghost of one, but I just seen it right here, peeking right out, and then went right back in. Кажется, там стоит белая фигура. Предположительно, это ребенок. Через несколько мгновений фигура пропадает. Фрэнк подходит к окну и пытается с помощью фонарика осветить это место, чтобы понять, есть ли кто-то в этой комнате, но никого и ничего не обнаруживает. Дальше он находит отпечатки ладоней, предположительно детских. Фрэнк убежден в том, что в этом здании находится ребенок-призрак, потому что видел его собственными глазами. На этом расследование заканчивается. А что действительно обнаружил и заснял Фрэнк тогда, мы можем только предположить, но правду никогда не узнаем. Задний двор. В следующем видео девушка заметила нечто странное у себя на заднем дворе. Посмотрите. I'm like fucking scared. There is no one standing there, but there's a silhouette, like a shadow of a person. Yeah. На здании виден силуэт человека, будто чья-то тень. Девушка показывает, что рядом никого нет и не понимает, кого или что ей удалось снять. А вы как считаете, что это было? Детская кроватка. Следующее видео не на шутку испугало зрителей. Молодая мама была обеспокоена и не понимала, что произошло с ее ребенком и почему он упал и с силой ударился о свою кроватку. Она решила посмотреть камеры наблюдения и осталась в недоумении. Посмотрим вместе. Кажется, нечто невидимое толкает маленького ребенка, и он падает. Что произошло с этой семьей дальше, неизвестно. Зрители разделились на два лагеря. Одни писали о том, что ребенок мог просто испугаться некого звука, вздрогнуть и упасть. Другие утверждали, что маме стоит серьезно отнестись к этому инциденту, а возможно даже съехать. Музыканты. Следующее видео с YouTube-канала популярной мексиканской хип-хоп группы. Их видео собирают миллионы просмотров, но зрители обратили пристальное внимание на одно из них. Давайте посмотрим. Когда мужчины сидят в машине, через лобовое стекло несколько секунд просматривается полупрозрачная фигура, прежде чем исчезнуть. Многие комментаторы считают, что музыканты случайно засняли призрака, когда снимали клип. А что вы думаете? Было ли это нечто паранормальное или это просто обман зрения? Однажды вечером. Следующий ролик был найден в социальных сетях. Мужчина заметил нечто странное у себя в доме и начал снимать события. Одним вечером ему удалось снять то, что не на шутку напугало зрителей. Давайте посмотрим. What the fuck? Tell me I'm not on fucking crack, dude. Hell no. What the fuck, dude? I'm out of here. Когда мужчина выключает свет,
в одной из комнат стоит темная фигура. А как только он его снова включает, она исчезает. На этом видео заканчивается. А с чем действительно столкнулся тот мужчина, мы никогда не узнаем. Ребенок. В следующем видео женщина убеждена в том, что ее дом и семью преследует ребенок-призрак. Чтобы доказать, что она не сумасшедшая, женщина записывала много роликов, и в одном из них ей удалось запечатлеть нечто действительно жуткое. Посмотрим вместе. В окне можно увидеть ребенка, хотя дома в тот момент никого не было, а сама женщина сидела в машине. Зачем и почему этот ребенок преследует ее семью, она понятия не имеет, но такое соседство ей точно не по душе. Виртуальная реальность. В следующем видео мальчик погрузился в виртуальную реальность и решил поиграть. Он еще не знал, что его ждет дальше. Дверь вдруг открывается, а мальчик начинает чувствовать, что к нему кто-то прикасается. Он зовет свою маму, но она не приходит. Когда мальчик снимает очки виртуальной реальности, мы можем увидеть, как его футболка поднимается, будто его кто-то тянет. Он не выходит из комнаты и в панике зовет маму снова, но уже через мгновение видит, как свет в коридоре начинает моргать. В конце концов, так и не дождавшись свою маму, мальчик убегает в другую комнату. А было ли это видео реальным или нет, решать только вам. Странные звуки. В следующем видео мужчину из Индонезии беспокоят странные звуки. Он слышит эхо, жуткий смех и плач. Он решил снимать все на камеру и документировать инциденты, но никогда до этого не встречал ничего, чтобы его по-настоящему испугало.
Одной ночью он находится в туалете и слышит звуки, напоминающие плач, переходящий в смех. Мужчина идет проверить соседнюю кабинку, но она оказывается совершенно пустой. Он уходит, а уже на следующий день происходит еще кое-что. Днем он записывает игру на пианино и снимает тревожный инцидент. Anjing. Nggak masuk akal. Ini masih siang, masih jam 1:30. Мужчина слышит, как резко и силой открывается дверь. Кажется, его это сначала не пугает. Только после того, как дверь обратно закрывается, мужчина забирает телефон и покидает комнату. Однако, вернувшись, он становится свидетелем чего-то необъяснимого. Спустя несколько дней он снова играет на пианино, но его игра прерывается. Он слышит женский смех, который доносится от входа, и идет проверить. Когда он уходит, пианино начинает играть само по себе, а видео на этом заканчивается. Через несколько недель проблема обостряется, а паранормальные события начинают происходить все чаще. Ada nyala, Cok, nggak ada orang. Когда он на тренировке, то слышит, как кто-то играет на пианино. Он отправляется проверить, но в комнате никого не обнаруживает. В еще одном видео он слышит плач и не может найти его источник. Siapa? Sang? Ситуация достигает критической точки, когда его жена сообщает, что она просыпается и слышит женский плач. Он решает установить камеры наблюдения в целях безопасности. В следующем видео мужчина решает поиграть в FIFA, но в то же время следит за своей женой, пока она спит. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullah. Ini jam berapa sih? 11. Astagfirullah. Jing dalam keadaan nyala ya. Apa tuh? Sayang? Woi, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa lu berantakan macam ini? Dari tadi dah aku dengar. Aku juga disuruh masuk kamar. Dah. Diam. Dah. Dah, tunggu. Периодически поглядывая на монитор, он отвлекается, так как пианино снова играет само по себе. После того, как он стал свидетелем игры на пианино, мужчина слышит громкий звук. Его жена проснулась и испугалась, а на кухне был настоящий хаос. Самые зоркие зрители заметили, что когда мужчина шел обратно в комнату, прямо перед ним стояло нечто с темными длинными волосами. Они считают, что именно это нечто является причиной паранормальных инцидентов в их квартире. А вы как думаете? Морское чудовище. Следующий ролик породил много вопросов. Блогер заснял нечто странное в воде. Посмотрим вместе. Абсолютно белая фигура плывет по воде, причем достаточно быстро. Зрители, посмотрев это видео, говорили о том, что это похоже на морское чудовище. Так, в славянской мифологии существует ужасающее морское чудовище, известное как Буковац. Ходят слухи, что оно обитает в озерах и реках, прячась в тени от ненасытного голода. Тело существа описывается как чешуйчатое с массивными рогами. Те, кто осмеливается взглянуть на него, приходят в ужас от красного света, исходящего из его глаз. Легенды утверждают, что Буковац обладает потенциалом сеять хаос в окружающей среде. Он может устраивать сильные штормы и заглатывать неосторожных существ целиком. Его репутация одного из самых могущественных водных существ в славянской мифологии вызывает страх при одном упоминании его имени. А как вы думаете, что на самом деле удалось заснять блогеру? Кресло, качалка. Следующее видео выложила девушка в ТикТок с просьбой о помощи. Она снимает на видео собаку, которая кажется ей напуганной. Давайте посмотрим. Look, you guys, it rocks, but then it stops on its own when I come outside. Let's see if I could get it on camera. There's like no wind. That's I know, Blue, someone's there, huh? I know it, I know. I don't know why it does that. It does it every time, you guys. This is the third time. I can't believe I caught it on camera. Sick on Blue. Creepy, right? Katie, I guess I do have a ghost, bitch. Get him, Blue.
I'm shutting the door. Когда кресло-качалка начинает качаться, а через несколько секунд останавливается, собаку это тревожит, и она начинает гавкать. Она находится прямо около кресла-качалки и смотрит на него, будто кого-то видит. Девушка допускает, что животные могут видеть призраков, поэтому просит помощи от зрителей в этом вопросе, так как раньше не сталкивалась с такими инцидентами. Аномалии. Следующее видео было снято на кладбище днем. Среди могил можно заметить тени, белые фигуры и аномалии. Посмотрите сами. Многие зрители, посмотрев это видео, не на шутку испугались. Другие уверены в том, что это не более чем хороший монтаж. Карантинная станция. На следующем видео мы увидим карантинную станцию, на которую прибывали с кораблей больные. Небольшая предыстория. В порт часто заходили переполненные судна, в которых большая часть персонала была заражена различными инфекциями. Так, в 1850 году на одно судно попал сыпной тиф и быстро распространился. Тогда более 100 пассажиров скончались, сотни были больны. С захоронением тоже были проблемы. Говорят, людей заворачивали в ткань по несколько человек и хоронили прямо в заливе. Карантинная станция стала напоминанием о гибели нескольких сотен человек, души которых, судя по легендам, остались неупокоенными. На видео девушка отправляется на экскурсию именно туда и делает пару фотографий, которые все еще не может объяснить. Давайте посмотрим. В дверном проеме стоит темная фигура в вуале. Вот изображение полностью. Всего 6 снимков, на которых запечатлена эта темная фигура. Как вы можете видеть на этом видео, эти снимки были сделаны с интервалом примерно в 2 секунды. Когда я впервые увидел эти снимки, я подумал, что фигура в тени — это мое собственное отражение. Однако при ближайшем рассмотрении, если это было мое собственное отражение, то оно должно было находиться прямо перед камерой. Я также понял, что из-за настройки фотографии не могло быть тени. Вот видеозапись, которая у меня есть прямо перед тем, как я сделал эти фотографии. И как вы можете видеть, вы не могли снимать или фотографировать с включенной вспышкой, потому что я также понял, что у тени на первом снимке голова опущена. Можно увидеть 6 фотографий, на которых заснята теневая фигура. Снимки были сделаны с интервалом всего в 2 секунды. Также девушка показывает видео и говорит, что снимать со вспышкой было тут невозможно из-за пыли и грязи, поэтому это не могла быть ее тень. Девушка подробно объясняет, что тень не могла падать от нее и приводит весомые аргументы. As I put these 6 photos into this video, I also realized that the shadow figure moves. In the first image, its head is lowered, and in the last image, its head is facing a light source. Вот изображение в быстрой последовательности. Вы действительно можете увидеть движение фигуры. На этих видеозаписях действительно были видны некоторые световые аномалии вокруг самой фигуры. Это похоже на то, что он искажает свет при движении. Но это также может быть связано с незначительными движениями камеры, которые могли исказить грязь и пыль на окнах, учитывая, что моя камера была поднята к окну. Я не думаю, что фигура в тени — это искажение цвета пыли из-за того, что она темнее, а не светлее, чем ее окружение. И ни в одном месте тень не пересекает первый дверной проем, указывая на то, что она стоит между 2 дверными проемами.
Я также заметил, что камера слегка перемещается, когда я делаю снимки. Однако основное движение теневой фигуры происходит в верхней части головы. Кажется, что голова поворачивается лицом к камере или искажается. Это не та же самая форма, которая движется влево или вправо. Как вы уже видели, мы начали экспериментировать с некоторыми фильтрами, чтобы попытаться понять, сможем ли мы выделить фигуру более ярко. Жуткий призрак карантинной станции ТУЗ опубликовал на своей странице в Facebook отредактированную версию фигуры, которая сделала ее более заметной, и мы хотели сделать то же самое. Вот наши фотографии. Мы использовали Photoshop, чтобы поэкспериментировать с некоторыми фильтрами, и как вы можете видеть, на каждой фотографии эта фигура выделена. This is the first piece of evidence that I have ever collected on any ghost or paranormal investigation that I cannot debunk. I do think that in these 6 images I have captured a shadow figure. Также, проанализировав снимки, девушка выяснила, что данная фигура не стояла на месте, а двигалась. Пытаясь докопаться до сути, девушка использовала различные фильтры, чтобы фигура была наиболее видна. В итоге она решает, что это не что иное, как теневая фигура, которую четко видно на отредактированных фотографиях. А вы как считаете? Видео няня. В следующем видео семья недавно переехала в новый дом и начала испытывать странные ощущения. Они слышали голоса и видели странные объекты, которым сначала не придавали значения. Они начали ощущать все больше активности и запереживали, так как женщина боялась, что это навредит их ребенку. Они установили видеоняню и наблюдали за происходящим. В одну из ночей произошло нечто действительно странное. Давайте посмотрим. Всего через несколько мгновений после начала видео мы слышим громкие шаги, будто кто-то входит в детскую комнату. Вскоре видно, как яркий шар вылетает из-под одеяла, а затем дверь силой закрывается. Но это еще не все. Темная аномальная масса начинает появляться прямо у детской кроватки, а игрушка начинает двигаться. Спустя несколько секунд масса начинает исчезать, а мы слышим 3 громких стука, которые многие люди считают призраком чего-то демонического. На сегодняшний день неизвестно, что именно преследует эту семью и можно ли ей как-то помочь. Жуткое лицо. В следующем видео мужчина, музыкальный продюсер и певец, неожиданно снимает себя в общественном туалете. Он услышал странные звуки и решил снять все на телефон. Смотрите внимательно. Estoy ahorita en el baño de la universidad. Pero el pedo ahorita es que bueno, acabo de terminar de hacer el baño. Y pues estaba todo normal. Pero ahorita están ruidos raros. Y se está tocando la puerta, pero quiero que vean que pues no hay nada. Vean, ahí está mi reflejo, pero vean de este lado, pues aquí no hay nada. Vean. Acá, vean. Tampoco hay nada. Aquí, pues. Y acá el lugar es bastante pequeño y está mi reflejo. Pero a ver, hoy. ¿Escucharon?
¿Escucharon? No hay nada. Когда он приближается к кабинке, сквозь щель видно бледное жуткое лицо, которое будто наблюдает за ним. Однако внутри он никого не обнаруживает. А был ли это реальный паранормальный инцидент или спланированный обман? Решайте сами. Сестры. В следующем видео мы увидим двух сестер, которые находятся дома поздно вечером. Их мама гуляет с собакой, а они в это время готовятся ко сну. По словам детей, в доме часто происходят странные вещи, такие как перемещение предметов, шумы и скрипы. Одним вечером дети были настолько напуганы, что боялись выйти из спальни. Их мать была уверена в том, что произошло нечто паранормальное, а ее дети увидели то, что их испугало. По словам девочки, она видела нечто похожее на высокую фигуру в спальне. Что именно это было, она не понимает. Также они слышали нечто похожее на звук открывания шкафа. Их мать надеется, что кто-то сталкивался с подобным и сможет помочь их семье. Следующее видео короткое, но загадочное. Когда мужчина находился один дома, он снял нечто странное. Давайте посмотрим. Через слегка открытую дверь его спальни можно увидеть темную тень, которая быстро проносится мимо. По словам мужчины, в тот день он был дома один. Как вы считаете, что же это было? Напишите свои догадки в комментариях. Коляска. Первоисточник следующего видео неизвестен, но ролик снят на камеру наблюдения. Посмотрим вместе.
В одном из пролетов лестницы стоит коляска, которая через несколько мгновений начинает двигаться. Она перемещается только на одну ступеньку вниз и останавливается. Спустя несколько секунд мужчина поднимается по лестнице и не замечает того, что коляска изменила свое положение. На этом видео заканчивается, а вопрос о том, в чем была причина перемещения, остается открытым. Гаснет свет. В следующем видео девушка-блогер просто снимала видео в ТикТок. Однако после просмотра ролика зрители заметили нечто действительно страшное. Когда свет гаснет, слева прямо за девушкой появляется нечто жуткое. Одни писали, что это видео может быть постановочным, однако другие убеждены в том, что девушку преследует нечто паранормальное. Зал. В следующем видео девушка снимает себя в зале. Она еще не знает, что произойдет дальше. Hi, it's Kelly. I haven't been down here in a really long time, like a month or two. After what happened, I couldn't come down here. But my family's come down here a lot, and so is my brother, and they say they've seen nothing, and my brother, I made him look through every single room and everywhere, and there's nothing here, and I need to finish this video, so I'm doing it. So, this is a turning board, and I'm going to... Спустя несколько секунд появляется темная фигура, которую девушка замечает и выбегает из зала. Убегая, она просто пропадает. А что вы думаете? Была ли это простая шутка или же видео реальное? Найденная запись. Следующее видео, которое родом из Японии, напугало многих зрителей. Очевидцы утверждали, что в этом огромном доме несколько лет назад было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Вскоре в доме была найдена запись, на которой был задокументирован действительно жуткий инцидент. Давайте посмотрим вместе. Сначала виднеется темная фигура, которая, кажется, следила за жителями дома. Также, если прислушаться, слышны странные звуки. Спустя некоторое время мужчина исследует дом и снова слышит странные звуки.
Он ходит по комнатам и снова слышит звуки, которые не на шутку пугают. Через несколько мгновений он слышит, как кто-то звонит в дверь, идет проверить, но никого не обнаруживает. На сегодняшний день неизвестно, что же произошло дальше. Был ли это простой розыгрыш, или мужчина столкнулся с реальным духом. Маха Сона. Следующее видео было снято на Шри-Ланке. මචන් දැන් වෙලාව හරියටම හවස 6යි 10යි. මම මේ ෆෝන් එක අරන් වීඩියෝ කරන්න ගත්තේ එක පාරටම අමුතු ශබ්ද වගේක් ඇහෙන්න ගත්ත හින්දා. මේක මේ අදේ ඉඳන් ඇහෙන ශබ්දයක් නන් නෙමෙයි. හැබැයි ඒක ගොඩක්ම ඇහෙන්නේ රැට. ඉතින් ඔයාලටත් ඒක ඇහුණාද? ඒ ශබ්ද නම් හරිය බං. මේක ඒ ශබ්දෙම හරියට හිටගන්නකෝ. ඊට පස්සේ මං බලට ඒක එළියට ගිහිල්ලා ටිකක් ළඟට ඇහෙනවද බලන්න සලස්සනවා. දෙක දාගෙන එහා පැත්තේ පිටිපස්සෙන් තමයි මට ගොඩක් ඒ සද්ද ඇහුනේ. මම ඔයාලට ඒක ළඟට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා බලන්න ඒක ඔයාලට. ඔයාලටත් ඒක ඇහුණාද? මේක හරිම නිකන් මූසලයි කියන්නේ මොකද්ද කියලා මට ඒක හිතා ගන්නවත් බෑ. හැබැයි සද්දේ ගොඩක් මං අර පැත්තේ නිකන් තව ටිකක් ළඟට යමු අපි. පල්ලෙහාට මම බලන්න. මිනිස්සු නම් කියන්නේ ඒක බෝධිලි මගේ සද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ අපි ගම්මේ මම ওই සද්ද වුණාට පස්සේ කීප මිනිත්තුම ඇහිලා තිබ්බා. කීප දෙනෙක්ටම ඇහිලා තිබ්බින්න මම ඕක කිව්වා. කිව්වම කිව්වේ නම් බෝධිලිම කියලා. මම නම් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ ඕක බෝධිලිමේ කියලා. කොක්කෙන්ද ඇද්දේක. ඔබටත් ඒක ඇහුණාද? Спустя несколько минут исследования странные звуки не прекратились, а мужчина полагал, что демон так хотел испугать его, чтобы завладеть разумом. Это не единственное видео, которое снял этот мужчина. Давайте посмотрим еще одно. කිරියන් අර සද්ද මට ආයෙ පාරක් ඇහෙන්න ගත්තානේ. පොඩක් එන්න ගන්න බාන්න. ආපහු එන්න ගන්න අර සද්ද මට ඇහෙන්න ගත්තා මට බයයි අප්පා යන්න. ඔයාලට ඇහෙනවා කියලා මේ සද්දේ? අර පැත්තේ ඒක තමයි. අර පැත්තේ නේද ඇහෙන්නේ? ඒකනේ. Когда он находится в доме со своей матерью, они снова начинают слышать те самые звуки, которые ему уже знакомы. В эту ночь они ничего больше не увидели, но мужчина уверен, что нечто демоническое преследует всю его семью. В еще одном видео, которое снято поздно вечером, мужчина видит ту же темную фигуру в окне собственного дома и не на шутку пугается. Он выбегает на улицу, чтобы увидеть это нечто, но ничего не находит. Следующим утром ему сообщают, что в районе было растерзано несколько собак, и он еще раз убеждается в том, что это проделки демона.
Вечером следующего дня мужчина сам натыкается на тех животных, которые были разбросаны по дороге. Одного из них ему удалось заснять, чтобы показать своим подписчикам, что все это действительно правда. Aduh, harus hati-hati teh apa? भला ठीक है हूँ ना खुद देखो सकती नदी Через несколько дней его телевизор начинает издавать помехи, а на улице раздается страшный звук, который он слышал уже не один раз. Он идет на улицу и уже через несколько секунд натыкается на эту фигуру, которая стоит недалеко от него. Мужчина с семьей пробовал обращаться в полицию, чтобы быть в безопасности, но за несколько дней поисков они никого не обнаружили, ни в доме, ни около него. Именно поэтому ему пришлось надеяться только на себя. Уже в следующем видео был снят достаточно тревожный инцидент. Темная фигура, которую мужчина называет демоном, становится все ближе. На этот раз, когда мужчина выходит из дома, он сам того не подозревая снимает эту фигуру. Мужчина не понимает, почему демон предстает перед ним в образе именно темной фигуры. Ведь он может быть любой сущностью, какой только захочет. А вы как думаете, мог ли это быть действительно демон? Либо это что-то иное? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Храм. Следующее короткое видео было снято в храме. Давайте посмотрим. В толпе, прямо в середине, можно заметить странное существо, не похожее на человека. Зрители выдвигали различные версии о том, кто же это мог быть, от простого человека в маске до скинвокера. А вы как считаете, что было снято в том храме? Лестница. Нередко камеры видеонаблюдения снимают странные вещи, что объясняет сбоем или плохим освещением. Однако пользователь Reddit, который выложил это видео, убежден в том, что никакой технической ошибки тут точно нет. Тем не менее, он задался вопросом о том, что же это тогда было. Ролик был снят камерой наблюдения в доме его друга, который живет в США, штат Алабама. Он установил камеры после развода, поскольку его родственники пытались причинить вред не только ему, но и дому. Мужчина рассказывал, что чувствовал себя в безопасности у себя дома ровно до того момента, пока не посмотрел эти кадры. Давайте, наконец, посмотрим и мы. Нечеткая аномальная фигура, кажется, поднимается по лестнице. Камера зафиксировала этот объект и передала информацию о движении. Мужчина понятия не имеет, что это могло быть, но предполагает, что имеет дело с чем-то паранормальным. А был ли это призрак или простая постановка, решать только вам. Фигура. В следующем видео, по мнению девушки, камера наблюдения сняла реального призрака. Давайте посмотрим.
Девушка стоит у двери, а потом заходит в дом. Сначала кажется, что ничего необычного не происходит. Однако, как только она заходит, на заднем дворе появляется нечеткая фигура, которая движется какое-то время, а затем видео обрывается. Что же было снято тем поздним вечером на самом деле? Делитесь своими предположениями. Статуя. Когда мужчина был на кладбище, он решил поснимать. Его внимание привлекла статуя ангела, которая вдруг начала двигаться. Пользователи писали, что это может быть злой дух или демон, который привлекал его внимание, и что кладбище не место для развлечений и съемок видео. Теперь мужчина боится, что данная сущность будет преследовать его в обычной жизни. На работе. Следующее видео было снято мужчиной, когда он находился на работе. Давайте посмотрим. На экране с камеры наблюдения он видит, будто кто-то сидит на стуле на рабочем месте. Казалось бы, ничего необычного, но есть одно но. Когда он показывает офис, на самом деле на стуле никого нет. В целях разобраться, мужчина бежит в другое помещение, чтобы посмотреть, что показывает другой монитор с тех же камер. На этот раз он видит эту фигуру уже в другом помещении. Видео на этом заканчивается, а мы никогда не узнаем, что же здесь произошло на самом деле. Окно. Следующий ролик снят на телефон поздним вечером. Мы видим, что в одном из окон горит свет. По сообщению соседей, там живет девушка, которая не может самостоятельно передвигаться, а заходят к ней только соцработники и только днем. Тогда что же это было? Очевидцы утверждают, что тень похожа на ту самую девушку, которая может бродить по ночам, но не встает днем. Некоторые даже утверждают, что она одержима. Парковка. В следующем видео мужчина находится на парковке и замечает нечто странное. So we're in the parking lot and we see this weird fucking guy just standing there.
we can't tell if he's real or not. I mean, I feel like we've seen him move, but he's just standing there. What do y'all think? Zoom in. Zoom in. Did y'all see him move? Did he move? We were trying waving at him. But he's just... Oh, right there. It looked like he did, like he scooted back. I know, but we've been watching him for a while now. Yeah, it doesn't seem like he's moved. Like he's just watching like this random parking lot. That's creepy. What do y'all think? Позади него стоит фигура, которая не движется уже несколько минут. Он считает, что это мог быть человек-тень. А вы как думаете? В следующем видео медсестра по имени Ченнет решает зайти в комнату, которой боятся многие врачи. Она расположена на этаже, где раньше происходили странные события, и сообщалось об убийствах. В ночное время Ченнет решает войти в эту комнату, чтобы разгадать загадку о том, почему же ее так остерегаются. So everybody wants to see what's behind the door, so I'm back and I'm going to show you what's finally behind this door, okay? Alright, so one more time, this is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital, and it's been unlocked, so I'm gonna go inside. I feel scared. Она открывает дверь и внезапно ее закрывает. Возможно, сразу вы не увидели, что ее испугало. Давайте посмотрим в замедленном режиме. Вдалеке можно увидеть лицо, которое смотрит прямо на Ченнет. Именно это вызвало у девушки желание внезапно закрыть дверь и покинуть это помещение. Так кто же на самом деле обитает в той комнате? Кажется, мы никогда об этом не узнаем. Вечеринка. Мать и дочь из Флориды устроили пижамную вечеринку и решили снять себя на телефон. Когда мама просматривала кадры, она заметила нечто странное и решила выложить видео в TikTok. Смотрите внимательно. My daughter and her friend. Please watch closely between them. No one else was up in my home. Look between them right now. Темная фигура быстро проходит между ними. Как утверждают мама и дочь, кроме них дома больше никого не было, хотя странные события уже происходили. Хизер, мать, уже несколько раз ловила свою собаку на взгляде в никуда, будто она что-то видит в пространстве, где абсолютно пусто. Было ли в их доме что-то потустороннее, или они просто все подстроили ради просмотра? Выводы делайте сами. Паранормально. В следующем видео мужчина, который не верит в призраков, столкнулся с чем-то паранормальным в своем доме. Он начал слышать стуки в дверь и пошел проверить, что происходит. Давайте посмотрим. It's just really been tripping me out. It's been doing this since the solar eclipse, I would say. And I don't really believe in ghosts. But this shit is really fucking with me. Look at this. It just stops. There ain't nothing going on. Look. What the fuck? What the actual fuck? Bro, there's no fucking way. Wait, I'm gonna go back on. What the fuck? Shit's really freaking me out, y'all.
ever seen anything like this before, please let me know. Как только он открывает дверь в туалет, стуки прекращаются, но при закрытии дверей все снова повторяется. Паранормальная активность длится какое-то время, и это начинает раздражать мужчину, так как он является скептиком и никогда с таким не сталкивался. Alright, so I've been taking some of you guys' advice. I got my holy water right here. I'm gonna insert the holy water into my water gun. Alright. And I got I'll just put it in the thing. I got the cross like you guys said, dude. I didn't really have any real wood, but see, the thing is, I don't even know if I'm actually hitting my op. Like, I feel like it's coming from over here. It don't do it when the door is closed. Like, it does not do it. I look stupid as fuck. Oh my god. I need to get out the house. Он решает взять святую воду и делает импровизированный крест, чтобы защититься таким образом от предполагаемых духов. Мужчина отправляется в туалет и поливает это место святой водой, надеясь на то, что она поможет. На этом видео заканчивается, а что же произошло там на самом деле, мы никогда не узнаем. Коридор. Следующее видео, которое было найдено в TikTok, достаточно короткое, но весьма интересное. В одном из коридоров была установлена камера наблюдения, которая зафиксировала некую аномалию. Белая размытая фигура движется справа налево, будто проходя сквозь стену. Был ли это призрак, или же этому есть другое объяснение? Поделитесь своим мнением в комментариях. I'm young, I'm bold, I'm the story untold. I'm the fire that's hot, never cold, never old. I'm the laugh in the crowd, the one standing proud. I'm young, not old, say it loud, say it loud. Check the clock, it's 3 o'clock, no time for the old TikTok.